а и сильные. Могучие богатыри в славном округе Оксбоу. Не скакать кабанам по нашей земле. Не топтать их копытом слава в деревню. Не затмить им солнце наше красное. Век стоит деревня Славов, не шатается. И века простоит не шалох, не шелох. В славном округе Оксбоу в землях Пестовских стояло 3 деревни во главе с городишком Пестовией. Деревня Скауки славилась своим горнодобывающим делом, деревня Стоя рыбацким промыслом. Ну а Клоница, у них я воровал деревянные колеса, так что это тоже славные ребята. И где-то здесь, среди этих плодородных земель, в забитой глуши, где еще вчера был лес до поля, 8 лет назад зародилось новое поселение, пока еще без имени. Ох и забавным, ох и славным был его путь, потому как в деревне жили одни лишь только славы, с небольшим исключением. Балдамир, ну-ка, свали отсюда. И 8 лет этих записаны в древнем свитке, по ссылке в правой части экрана. Нынче ж под руководством вашего милого старосты деревня Славов предстоит получить вторую жизнь, разрастись до невиданных размеров и построить вообще все, что только можно в средневековой династии. Но сперва пару слов о месте, где выживание обретает куда более современные нотки. Вы когда-нибудь играли в GTA Stalker, а в Stalker с другими игроками через мультиплеер? 15 апреля вышел глобальный ивент под названием Stalker от разработчиков Amazing Online. Тизер выглядит лучше, чем в оригинальном последнем Сталкере. Торгуй, воюй и выживай с такими же, как ты. Аномалии, мутанты, заброшенные базы и погружение в настоящую атмосферу той самой зоны. Что же такое Amazing? Этот мир полный разнообразия изобилует яркими и красочными местами, районами и уголками, знакомыми каждому. В этой бесплатной компьютерной онлайн-игре представлено множество разнообразных способов взаимодействия с другими игроками. Определи свой путь и стань успешным бизнесменом, политиком, бандитом или обычным жителем города. Вы можете начать свой бизнес, стать полицейским и патрулировать районы, веселиться или двигаться по карьерной лестнице, решать вам. А любители автомобилей наверняка будут впечатлены возможностью кастомизации с помощью виниловых наклеек и тюнинга. Переходи по ссылке, скачивай лаунчер, вводи мой промокод, ждем тебя на просторах Amazing Online. Прошлое наше было славным, но впереди поселение ожидает светлое будущее. За эти 100 дней мне довелось пройти целую кучу испытаний, полностью завершить сюжет, построить личную усадьбу, предотвратить восстание, поучаствовать в выборах, пройти квест, который еще долго будет преследовать меня в кошмарах из-за своей скуки, стать самым метким стрелком на Диком Западе и, честно, всего не уместить в короткое предисловие, так что... Айо, чуваки, вы на канале Айдо, и это 200 дней выживания в Medieval Dynasty. Только поднявшись с кровати, я заговорил с красавицей женой, у которой на руках была наша дочь, прямая наследница всего, что вы можете увидеть вокруг. Она тут же обратила внимание на то, что наш персонаж испытывает жажду, и угостила яблочным соком. Эх, а ведь кажется, что с момента последнего появления здесь прошла уже целая вечность. Но только в моей голове. Надо было по новой осваиваться и вспоминать, как идут дела у нашей деревни. С виду пока все было полностью в порядке, за исключением того, что работникам амбара не хватало навоза для производства удобрений. Но сама эта проблема была очень незначительной, потому как удобрений на складе было с запасом. К тому же, забрав гниль из компостников, я сделал их на пару сезонов вперед. Поселок жил своей жизнью, в поле жители обрабатывали огород, у колодца безостановочно пополнялись запасы пресной воды, животные тоже не оставались без ухода, к слову об удобрениях, и почему это староста должен заниматься подобными делами. В амбаре пара жителей обрабатывала собранный урожай для нужд поселения, и поскольку на первый взгляд у нас все было в порядке, что удивительно на самом деле, я решил отправиться на болото, потому как там что-то происходило. У тропы раскинулся небольшой лагерь, где у костра одиноко сидела девушка, и казалось, что ей нужна помощь. Муж вечно где-то пропадал и в очередной раз бросил ее в лагере одну. Жизнь за пределами поселений была довольно небезопасная в средние века. Дикие животные, разбойники, богемский душитель в конце концов.
Но оказалось, что ее муж, видимо, сам был разбойником, потому как застала их группу, проходящую мимо, и один из мужиков выглядел в точности как ее муж. Она не хотела вторгаться в его личную жизнь и пытаться найти какие-то неоспоримые доказательства этому. Но поскольку я постоянно роюсь в чужих вещах и не испытываю при этом ни малейшего чувства вины, то сугубо в благородных целях решил ей помочь. Крайне удобно рядом с их повозкой лежал сверток бумаги, в котором кто-то нарисовал какое-то определенное место и подписал этот свиток секретами мужа. Замечательно, поразительно, гениально. На этом же месте он и находился. Рассказал, что кое-кого ждет, и в итоге поведал, что у него есть брат, с которым они в точности похожи. Он уговаривал того оставить бандитскую жизнь, да и оказалось, что тот на самом деле воровал у самих бандитов, но почему-то так не явился на условленное место. Я тут же погнал в их разбойничий лагерь и еще на подходе готовился принимать бой. Не удивляйтесь тому, что я убегаю, приблизительно так здесь и выглядит результативная стратегия поединка. Сначала сваливаешь за пределы их лагеря, а на моменте, когда ребята устают бежать следом, используешь момент. Но это и так, чисто для демонстрации. Будучи профессиональным охотником и фехтовальщиком, о чем вы уже знаете из первой части, я перешел на оружие ближнего боя, потому как у меня был щит, отражающий весь входящий урон. Главное это просто поймать момент. Как я и думал, брат-близнец сидел в темнице и был пойман разбойниками с поличным. И был крайне наивным, потому что стал бандитом, чтобы помогать другим. Да-да, парнишка косплеил Робин Гуда и хотел воровать у богатых. Правда, по итогу все оказалось не так просто. Но, слава богу, мне удалось отговорить его вернуться к брату и, по крайней мере, на время оставить разбойничий промысел. Подобные небольшие задания хоть и были весьма простыми, но позволяли неплохо разбавлять деревенскую рутину, потому что главная особенность здешней жизни состояла в том, что работа в поселении никогда не заканчивалась. Даже если ты староста. Чтобы понять, куда нам развиваться дальше, нужно было посмотреть, как сейчас идут дела в деревне. Из 30 жителей, большинство которых имеют характерные имена, работало 2/3, что на самом деле уже весьма неплохо. А неработающей частью населения в основном были дети и их матери, но на данный момент, как видите, таких было меньшинство, и вроде бы мы были способны прокормить их всех. Базовых ресурсов для жизни было с запасом. Пища, вода, древесина для обогрева домов, слава богу, со всем этим проблем не было. Я детально осмотрел буквально каждое из производственных зданий, чтобы попытаться понять общую картину дел. Дровяной сарай и хижина травника были заняты работой, пустовал только шалаш землекопов, но лишь потому, что эти ресурсы мне не были особо нужны. Все самое важное, именно руда для создания инструментов, производились в шахте. В охотничьем домике в основном добывали шкуры и меха, мясо нам не было особо нужно, потому что нужду в еде удовлетворяло земледелие, и питали жители в основном лепешками из муки, произведенной в амбаре. В мастерской работник в тупую вырезал деревянные ложки, просто чтобы с их продажи то есть мы, заработали лишнюю копеечку. За изучением бытовухи время пролетело чертовски быстро, и первый день подошел к концу. Уже не помню, когда последний раз была такая пасмурная погода во время летнего сезона. Обычно персонаж все лето потерпает от жары, а тут я даже приоделся. Я вспомнил, что из предыдущего года у меня осталась незаконченная работа по возведению ограды у конюшни. По-быстрому склепал небольшой забор из бревен и пошел в жилой район подыскивать местечко для нового дома из камня. Расти поселению еще определенно было куда, и благодаря тому, что я вчера забрал из шахты разбросанные камни, ресурсов мне хватило с лихвой. Надеюсь, что каменные дома будут ломаться реже всего, потому как это отдельная головная боль – бегать по деревне и искать поломки во всех домах. На этом месте образовался небольшой дворик с деревом по центру, его я решил по итогу пока что не трогать. Наоборот, я сделал небольшую каменную ограду, чертеж которой стоил мне 1500 монет. Не правда на большие затраты, но учитывая, что наша деревня растет и развивается уже на протяжении более чем 8 лет, мы могли себе это позволить. Постройка новых домов была неотъемлемым требованием для расширения деревни и постройки новых производственных зданий. Оставалось туда кого-нибудь заселить. У окрестностей каждой из здешних деревень раскинулись небольшие палаточные лагеря, где случайные путники грелись и смиренно ждали, пока кто-то заберет их под свое крыло. Их здесь было немало, но еще не факт, что мне подойдет хоть кто-то из них.
Рассмотреть кандидатов мне помогало чутье, подсвечивающее не только собираемые ресурсы, но и имена. Поскольку наша деревня была известна тем, что все из ее жителей носили гордые имена с окончанием «слав», я не мог нарушать эту традицию. По крайней мере, пока для этого не будет весомых причин. Так что я оббежал все оставшиеся поселения ради того, чтобы найти там новых жителей. Первой стала горная деревенька Скауки, где, к сожалению, никого, кто подходил бы, мне не было. В рыбацком поселке Остоя тоже никого. Это было весьма грустно. Надеюсь, что окрестности Пестовии порадуют меня немножко больше. В придачу к имени моя чуйка подсказывала мне навыки потенциальных жителей моей деревни. И как раз в зависимости от подходящих навыков нормальные игроки выбирают себе людей, но только не я. Для меня было главное имя. Славная деревня Славов должна окрепнуть и разрастись до таких размеров, чтобы о ней узнал весь округ Оксбоу. Мирославу я подсеял к какому-то пареньку и поставил ее трудиться в шалаше землекопов. Не то чтобы глина и известняк были мне срочно нужны, но в перспективе с их помощью можно будет утеплить дома, чтобы на отоплении сэкономить немного дерева. Осенью я продолжил поиски подходящих крестьян, ведь каменный дом оставался незанятым. Снова посетил Клоницу, Пестовию, Скауки и снова в Остое нашел себе подходящую барышню. Стоп, что? На деревянном мостике были разбросаны разные вещи. Из небольшого мешочка вывалились остатки еды, фигурка кролика и пара игрушек. Скорее всего, те принадлежали ребенку. Я сразу же посмотрел на карту и увидел, что неподалеку отсюда появилась точка интереса. Жилой стоянки раньше здесь точно не было, и, видимо, это была семья. Моргана, так звали мать парнишки, была очень неприветлива и рассказала, что на этой земле их встретили одни лишь страдания. Какая-то женщина, которую Моргана называла ведьмой, предложила им помощь, после чего обокрала и похитила ее дочь, чтобы потребовать выкуп. Я предложил помощь, но прежде чем отправиться на поиски, заскочил в деревню порадовать Газиславу янтарным ожерельем, а несколько мелких сорванцов деревянными игрушками да куклой. Они выглядели слишком забавно. За это мне даже дали немного очков репутации династии, которая была движущей силой роста деревни. Без достаточного уровня репутации созвать к себе новых жителей попросту не удастся. Оказалось, что те разбросанные вещи оказались там не случайным образом, и шагая по следу, я набрел на исцарапанный когтями валун. Казалось, будто совсем недавно на него залезал кто-то, чтобы защититься от нападения диких животных. И вот этого сооружения из говна и палок раньше здесь тоже не было. На месте сидела девочка, а сама ведьма была сильно ранена. Оказалось, их окружили волки, и некогда опасную разбойницу наказала сама судьба. Но девочка, которую украли, просила меня ей помочь. Сказала, что воровка, получая в спину укусы волков, помогала мелкой забраться на камень, чем спасла ее жизнь. Отказать ей я уже не смог, хотя, быть может, и стоило, ведь какой шанс на то, что один случай целиком заставит воровку сменить свое ремесло. Для лечения хватило бы 20 листьев подорожника или буквально одного целительного зелья. Но из-за того, что однажды я уже попадал в ловушку плохого перевода, связанного с этими зельями, решил просто нагрести целебной травы. Параллельно заметил, что в деревне заканчиваются запасы воды. Так что истекающей кровью разбойнице пришлось подождать пару минут, пока я вытесывал ведра да набирал воду у колодца. Наш водонос, очевидно, не справлялась с работой, но строить второй колодец и отсылать туда работника, учитывая дефицит славов на карте, мне не хотелось. Благо, зато травы у нас в запасе было очень много. Травница понемногу таскала ее, и за несколько лет там скопились неплохие запасы. Ягна даже не знала, как реагировать на помощь от незнакомца, но для меня было главное, чтобы девочка была спасена. Ее мать тоже оказалась не самым хорошим человеком. Дала мне мешочек с деньгами в качестве награды, хотя все это время могла просто отдать его той подруге в качестве выкупа. Девочка оказалась удочеренна, и эта подруга точно знала, зачем это делала. Сказала, что ее дочь ожидает помолвка с одним из сыновей лорда. Не самая плохая участь в один миг стать членом пусть не королевской семьи, но семьи с деньгами и властью. Девочка попросила передать Ягне рисунок, и как же чертовски жаль, что перед тем, как вручить его, я не попытался посмотреть его сам и узнать, что-то там написала, потому что Ягна, как только его увидела, попросила, вернее потребовала принести ей железный боевой топор, чтобы спасти девочку и никому не позволить ее осквернить. Жесть. Я уж думал, их ожидает безбедная жизнь знати, где за тебя все делают слуги. А вот нашим людям, да и мне в том числе, определенно предстояло потрудиться. Недавно приглашенную жительницу нужно было поскорее чем-то занять, и я понял, что это отличная возможность построить домик рыбака. Я вернулся на окраину деревни, чтобы примерно прикинуть, где бы лучше его установить, и принялся за дело. Из-за того, что строительство проходило далеко за пределами поселения, ресурсы для него больше не брались со склада автоматом, поэтому мне пришлось таскать их на своем горбу. Не уверен, что еще один источник пищи нам так уж сильно необходим, как-никак земля целиком удовлетворяет все наши нужды в еде, но возможно в будущем с использованием рыбы удастся найти какие-то прибыльные рецепты. Да, если она даже просто сгниет, то это тоже неплохо, гниль пойдет на удобрение посевов.
Я поискал, как же мне соорудить острогу для ловли рыбы. Ни в меню технологий, ни в рецептах у наковальни ручного крафта ее не было. Оказалось, в той же самой кузнице затаился еще и верстак, и именно на нем я склепал парочку инструментов, использовав бревна, камни и льняные нити. Увидел, что на складе скопилось немного глины и решил заодно утеплить парочку домов. Это сэкономит мне буквально 1 единицу древесины, если я все правильно помню, но, как говорят, копейка гривню барыже, и учитывая, что в моем поселении уже наверняка больше 10 таких домов, экономия кажется не такой уж и бесполезной. Я прогуливался по деревне, посматривал на кулинарные рецепты на случай, если пропустил что-то интересное, но пока что ничего такого не заметил. Хотел приготовить большую партию зернового хлеба, он весьма дорогой, но пожалел свободное время и решил пустить его во что-то полезное не для кошелька, а для нашего поселения. Недавно мне стал доступен чертеж загона для овец, чья шерсть будет очень полезна в ткацком деле, но все, что я по итогу успел сделать за день, это возвести небольшой чистокол, понять, что он слишком вычурный для жилого района, и перестроить это все сначала, параллельно забежав на шахту по камень, который я предыдущие 8 лет выбрасывал из инвентаря. Выглядел новый забор не слишком разнообразно, поэтому я добавил к нему небольшую деревянную вставку. Осень закончилась, и ей на смену пришла зима, сезон, в который работы было меньше всего. Поля, где по сути только и нужна была моя помощь, ожидали нового посевного сезона, так что я был полностью свободен, не считая домов, которые то и дело ломались под натиском времени. Отличный сезон, чтобы малость порыцарствовать. Меня лишь немного волновал вопрос денег, ведь весь год я не вклинивался ни в один производственный процесс ради заработка, а вот налоги так или иначе весной платить придется. Но сейчас была другая важная работа. Жительница Пестовии, столицы округа, изобрела нечто революционное – игру в камень, ножницы, пергамент. Ну и попросила раздобыть ей эти вещи, чтобы та разложила их у себя дома на витрине, рекламируя игру. Я уж думал, тут что-то серьезное случилось. Пришлось смотаться в скауки за особым камнем, сорвать одно из объявлений в Пестовии в качестве пергамента. Я выбрал то, где мужик публично признавался о любви к своей лопате, ну и найти в остое ножницы, о которых забыла хозяйка. И вот на это я убил почти целые сутки. Мне малость заплатили, но даже так должен сказать, что этот марафон по деревням был не напрасным. В Остое я снова нашел себе новую жительницу. Правда, учитывая, что у нас не было свободного дома в этот раз, а я был самую малость занят, ей пришлось немного постоять под открытым зимним небом. Ничего такого, совсем чуть-чуть. Сперва до ночи, а потом еще следующим днем подождать, пока я выкорчую пни под строительство жилища, буду добывать древесину и стругать доски, потому как наши запасы очень быстро истощились. За это время ее настроение ушло на убыль, и я должен был ускориться, пока наша новая жительница Витослава не поняла одну простую истину. Босяцкая голодная жизнь в дикой природе куда заманчивее, чем у нас. Но ровно в обед дом был готов, а ее настроение упало всего лишь до минус 40%. К слову, чтобы побыстрее пополнить запасы дерева, я отправил ее вторым работником лесопилки и за последнее время успел прокачать навыки добычи до максимального 10 уровня. К сожалению, игра была устроена так, что открыть все желаемые перки просто невозможно, на них не хватит очков навыка. И так уж вышло, что особо ничего остро необходимого здесь не было, так что я просто улучшил скорость рубки дерева и прочность топоров. Уже успел и забыть о том, что не закончил каменный забор для облагораживания жилого района, а чтобы временно решить проблему с нехваткой дров, просто сделал их сам, и в придачу к этому смастерил еще 1,5 десятка ведер, чтобы запасы воды иссякли не так быстро. Строить второй колодец и занимать второго работника такой бездарной работой мне жутко не хотелось. Последний день зимы я снова отправился в скауки, там была какая-то работенка для искателя приключений. Господи, только бы не очередной туалетный монстр. В этот раз и правда дело было довольно важным. Жена одного жителя сильно заболела, и у нее была горячка. С этим уже не шутят, особо в средние века, где медицина была развита настолько сильно, что главным врачебным инструментом с легкостью могла стать пила. Ее муж попросил меня достать барсучий жир, и как только я увидел слова о том, что он помогает практически от всего, понял, что лучше-ка я наведаюсь к седовину, городскому врачу, и разумеется, этому пареньку я ничего не сказал. В итоге я получил лекарство и добыл барсучий жир, с которым после еще поработала местная знахарка. Дело и правда было довольно деликатным, потому что предо мной встал выбор: отдать мужику лекарство, которое, по словам самого седовина, далеко не факт, что поможет, или вручить ему ту штуку из барсучьего жира, в котором были еще большие сомнения. Я скрестил пальцы и отдал ему лекарство седовина, надеюсь, что сделал правильный выбор.
В переходе между сезонами мне довелось услышать о мужике, который истреблял поголовье диких кабанов, но оставлял туши, не собирая ни мяса, ни шкуры убитых животных. Благодаря немного прокачанному навыку охоты я смог его найти, и оказалось, что мужик находился уже при смерти и попросил завершить его работу. Оказалось, что в брюхе одного из хряков находилось кольцо стоимостью в 500 монет. Как бы грустно это ни звучало, но получается, что именно во столько чертова судьба оценила его жизнь, и это было только начало. Я попросил жену оплатить налоги, которые накопились за прошедший год. Составили они ни много ни мало почти 5000 монет. Оставалось узнать, покроем ли мы такие расходы. Оказалось, переживал я напрасно, на общем складе лежало больше 7000, и это сугубо пассивный доход от функционирования торговой лавки, которая продает муку, деревянные ложки и какие-то другие мелочи. А ведь кроме этого наши ремесленники из разных отраслей тоже понемногу производили разные товары. Я забрал партию зимней обуви, возможно, часть ее делал еще я, партию мешочков для посева зерна и, что было правда весьма неожиданно, чертову гору руды разного сорта. Но продавать ее в таком виде было бы и преступлением, так что перед тем, как отправиться обратно в скауки, я наплавил сначала медных слитков, потом оловянных и переплавил все их в бронзу, из которой склепал партию топоров. В соседней деревне Клоницы, где, очевидно, была своя атмосфера, я сбагрил лишь их часть, получив за каждый немного больше 300 монет, а напомню, сделал их я аж 20 штук. Настала пора гнать скауки, я скрестил пальцы, чтобы все было хорошо, да и, признаться, был в этом практически уверен. Как-никак лекарство от настоящего врача наверняка лучше, чем микстура знахарки из животного жира. Я подошел к дому и видел, как мужик сидит во дворе в одиночку. Заглянул внутрь, там никого не было. Надежда еще была, но как только я начал диалог, на меня будто обрушился поток холодной воды. Мужик сказал, что его жена умерла и винил в этом меня, для чего у него на самом деле были все основания, ведь я слушался его просьбу. В этом и была большая моральная дилемма этой истории. Черт, я был уверен, что гребаный животный жир не вылечит ее лихорадку, и хоть скорее всего так бы на самом деле и было, все равно к такому исходу привел именно мой выбор. Я продал остатки товара торговцам, даже нашел себе нового жителя, и это снова была девушка. Я само собой не против, но теперь снова придется строить новый дом, ибо поселить ее к другой подруге будет нельзя. На пути домой я безуспешно пытался найти какую-то условную истину касательно того, как нужно было поступить в той ситуации с больной женой бедолаги. В конечном итоге не выдержал и полез в интернет узнавать, что бы случилось, выбери я лекарство знахарки. Если принести лекарство из барсучьего жира, станет ясно, что оно не помогло и жена умрет. Если принести лекарство седовина, в результате жена выживает. Я смотрел на это и не понимал, что я сделал не так. Возможно, то, что я одновременно приготовил оба лекарства, заставило квест забагаться, но для меня это событие в любом случае показало, что даже благие намерения могут привести к чему-то плохому. Начал строить дом для нашей новой жительницы Зелеславы и в этот раз решил делать все по-скромному. В качестве основного материала выбрал не камни или бревна, а простые палки. Плетеные стены будут ломаться чаще, но то, что случилось дальше, меня очень сильно порадовало. Я развил навык строительства настолько, что мог возвести домик строителя, который и будет заниматься починкой городских зданий. Следующим же днем я все это и сделал. Искал подходящее место, и участок на заднем дворике прямо за нашими складами идеально для этого подошел. С древесиной все еще были проблемы, так что мне пришлось потрудиться с добычей дерева. И пусть меня ударит молния, если наш новый строитель не будет отличной инвестицией в наше поселение. Это, конечно, не молния, но на полях пометку сделаем. Когда здание было готово, Зелеслава тут же заняла свой новый пост, и для нее уже была работа. Чертовы дома сыпятся каждый сезон, и как же здорово, что теперь это больше не моя проблема. Назначив Зелеславу на этот важный пост, я увидел, что работа не началась, ей не хватало инструментов. Но я исправила проблему в ту же минуту, в очередной раз офигев от того, что оказывается я уже развил навыки настолько, что могу работать с железной рудой, самым прочным материалом в этой игре. Отдал ей идеальнейшие инструменты для работы, и она просто продолжила стоять, сложив руки. Снова посмотрел на статус работы. Странно, но ремонт шел. Лучшая работа в жизни. Когда работа была сделана, точнее перекинута на чужие плечи, я мог отправиться в Пестовию помогать квартирмейстеру, далеко не последнему человеку в этих краях. И черт, опять у костра сидели Славы, но это снова были барышни. Мужиков я уже не встречал несколько сезонов, и моя затея с деревней Славов снова находилась под угрозой.
Что же касалось квартирмейстера, Дерван сообщил, что у города очень много проблем. И с недостатком ресурсов, и с разбойниками. Доска объявлений была забита, но было одно поручение, о котором он распространяться не мог. Его подмастерье, малец по имени Лубас, должен был выполнить доставку товаров для горожан, но натворил таких делов, что меня попросили их расхлебать. И поскольку этот квест я уже проходил в нашем многосерийном фильме о средневековой династии, то, чтобы вас не утомлять, расскажу об этом квесте очень коротко. Малец перепутал товары, да и в целом относился к работе очень хреново. Дал фермерше лук, который, по его словам, должен был защитить поголовье коров от болезней, но по итогу у целого стада началась диарея. Доставил молотки для ткача, а кузнецу вместо рабочих фартухов дал детское платье. Но был один довольный заказчик, лесоруб, который по ошибке получил кувшин винца и был этому совершенно не против. Тип был очень мерзким, понимал, что раз уж сам квартирмейстер попросил меня ему помочь, то сам не хотел браться за работу. Часть ресурсов мне вернуть удалось, но далеко не все. Но поскольку я был одним из самых богатых ублюдков в округе Оксбоу, то недостающий товар я просто-напросто купил. Успел прокачать навыки выживания и, учитывая особенности игровой рутины, потратил очки на более продолжительный спринт, да на то, чтобы не становиться голодным так часто. В этой игре фокус естественных потребностей очень быстро перемещался на развитие поселения, так что мне максимально не хотелось лишний раз отвлекаться на то, чтобы съесть лишнюю буханку хлеба или попить из лужи воды. В придачу к своей наглости никакущему подходу к делу Лубас даже не умел читать, но одновременно с этим не желал бросать эту работу, хотя очевидно и работать он тоже особо не хотел. Так что мне пришлось вместо него развести теперь уже правильные товары к своим получателям. Детское платье, которое кузнец использовал как тряпку, а потом... Ну, раз я уже и так упал лицом в лужу, то... После доставил разбавленное винишко, лук и молотки. Дервану я прямо сказал, что лучше бы ему найти себе другого подручного, потому что даже то, что у Лубаса было трудное детство, никак не оправдывало его нынешнее отношение к работе и людям. Сегодняшний день был особенным. Если вы внимательны, то уже поняли почему. Жена Гадзислава сплетничала с соседями без нашего ребенка, а это значит, дочь Амелия подросла и научилась ходить. Я тут же подарил ей деревянную игрушку, посмотрел, как заряжена она двигается, будто внутри нее играет какая-то музыка. Сегодня несколько поручений было не только на карте, но и у моих жителей. Я погнал поговорить с Владиславом. Ёп, Балдамер, свали отсюда. Кажется, она хочет с тобой потанцевать. О, ну здорово. И не знаю, совпадение это или закономерность, но уже не в первый раз эти поручения состояли в том, что им хотелось что-то съесть или выпить, и я должен был поскакать в город за километр отсюда, купить им это за свои же, деньги и привезти сюда. Второй житель уже просто попросил доставить посылку в соседнюю клоницу, что звучало уже не настолько нагло, но, должен сказать спойлер, я забыл и о первом задании, и о втором. А все потому, что сегодняшний день был довольно запарным. На меня навалились все проблемы сразу. Пришлось добывать кучу древесины, вытачивать доски и собирать ветки, потому что наш строитель не могла ремонтировать дома из-за недостачи ресурсов. Потом у наших шахтеров закончились инструменты, я сразу же переназначил их задачи. Раз теперь я могу делать железные инструменты, то медь и олово мне больше и не нужны. Еще и мука закончилась, так что я отправился молотить рожь. Мои работники, само собой, тоже всем этим занимались в мое отсутствие, но их производительность по сравнению с моей была в десятки, если не в сотню раз слабее. Вот так целый день незаметно и прошел. Малышка Амелия уже давно отдыхала, а я только-только вошел в дом. Пока ребятня будет досыпать жаркое летнее утро, взрослым придется снова гнать в столицу и, условно говоря, подтирать дерьмо за некоторыми недобросовестными людьми. Перед дорогой я хотел подарить жене еще один подарок, но перепутал ее с соседкой. Главное, чтобы она не узнала об этом и о том, что это то самое кольцо, что я вытащил из брюха мертвого дикого кабана. Еще не доскакав до Пестовии, удалось немного подзаработать. Периодически я проверял дела нашей деревни, и оказалось, что можно было продать парочку животных, включая лошадь, за более чем 1000 монет. А вот в общем и целом деревня Славов была под угрозой исчезновения, ведь на придорожных стоянках я по-прежнему встречал Слав только женского пола. Наконец-то добрался к Дервану, тот по-прежнему панькался с тем парнем, который не уважал ни труд, ни людей, и даже несмотря на все его косяки, Дерван снова попросил помочь. Проследить, решил ли тот ссору между двумя жителями деревни. Оказалось, решил. Он стравил двух мужиков, которые поссорились из-за купли-продажи гнилого зерна, швырнув по топору им под ноги и сказав, чтобы те немедля решали свой конфликт силой. Жена не могла найти раненого мужа, но тот выжил и рассказал, как этот чертов Лубас посмеивался, стоя в стороне. Я не буду шутить о том, что этот тип вместо того, чтобы лечь на одну из кучи коек в госпитале, предпочел лежать на каменном полу. А лучше расскажу вам, что второй мужик, нанесший удар, не раскаивался, потому что думал, что раненый бедолага споил ее дочь в гнусных целях. Хотя, как стало известно позднее, оказалось,
Оказалось, что этим гнусным делом занимался сам Лубас. По словам жены бедолаги, муж был застенчив настолько, что с коровами боялся поговорить, к тому же вообще не пил. И если один проступок мог быть простым совпадением, то несколько смахивали на закономерность. Даже после случившегося Дерван не вышвырнул мальца из города, потому что, как он признался, в прошлом с отцом Лубаса они были разбойниками, и когда тот умер, пообещал ему, что присмотрит за его сыном. И сейчас он попросил меня помочь еще один раз, надеюсь, последний. Помочь мелкому Лубасу доставить не совсем лицензированный товар для города. Правда, запланировано это дело было аж на следующий сезон. В нашей деревне работа тоже была и, должен сказать, куда более приятная. Заметив, что на продуктовом складе понемногу скапливается гниль, а значит часть еды просто-напросто пропадает, я решил, что пора построить второй торговый лоток. Каждый такой мог продавать только один конкретный вид продукции, и если в первом торговали материалами, то этот я назначил как раз на продажу еды. Перекинул на него Мирославу, что раньше была на шахте, там людей хватало и так. И указал товары для продажи, параллельно с этим посмотрев, что и в каких количествах мы можем производить. Указал кучу сырого мяса, чтобы избавиться от него до того, как то пропадет, а в остальном добавил на продажу всю пойманную рыбу, часть яиц и хлеба. Теперь наша прибыль должна будет вырасти еще сильнее. Совсем немного занялся декорированием деревни, установил забор в одном из проулков, да все же выкопал то дерево посреди двора, чтобы установить вместо него колонну, обозначающую трудолюбие. Ее мне дала новая костелянша, что заступила на пост после того, как город узнал о страшной тайне ее предшественника. В последний день лета я продолжил помогать местному люду. Как всегда, мне досталось чертовски странное задание. Кто-то бросил корзину и кусок пергамента у пруда, и надо было разобраться, кто же это сделал. Как будто мусор у реки для жительницы города является такой уж сильной проблемой. На кусочке пергамента было написано положить в корзину мелкую плотву, и почерк походил на детский, так что мне пришлось искать маленького ребенка. Стоп, а куда он делся? Он не мог далеко уйти на своих коротеньких ножках. Но маленький миловид признался, что записку он не писал, потому что даже не умеет это делать, и попросил меня научить его летать. Признаться, я начал маленько ловить фейспалмы, глядя на то, к какой работе местные припахивают меня, чувака, у которого за спиной своя собственная деревня, которая нуждается в регулярном надсмотре. Но крестьяне эти настолько заняты, что им не досуг самим посмотреть, кто мусорит в их же поселении. Так, Конни, вылезай из-за стола, хватит уже бухать. Чтобы малец отвязался, мне пришлось гнать в Пестовию покупать ему игрушку, а по возвращению в Остою пришлось опять туда скакать, чтобы купить рыбу для задания, потому что ловить ее моим жителям пришлось бы не один день. Благо, я наконец-то дошел до той ступени развития, чтобы выполнять квесты с помощью кошелька. И если бы мне задали вопрос, какая у меня суперсила, я бы с легкостью ответил: деньги. Ёп, опять бухаешь? Видите, даже конь спился от таких заданий. А поручение, что касалось той корзины озера, можно было забыть, потому что там снова лежала записка с просьбой положить рыбу, но в этот раз уже окуней. Хорошо, что их нужно было меньше, я смог купить их прямо здесь. Оставалось опять ждать следующего сезона, но ради такого интереснейшего квеста можно было и потерпеть. Тем более, что работы, как всегда, было достаточно. Не успел я в начале сезона еще доскакать в Остою, как в деревне появились проблемы. Из-за бурной активности в ряде наших семей одна из жительниц, что была водоносом, родила ребенка, что автоматически лишало меня одного работника на довольно продолжительный срок. Временно к колодцу я приставила Ярославу. Мне кажется, что с первых дней существования деревни именно она там и стояла. Вон даже навык успела прокачать до 4 уровня. Да еще и корм у животных закончился, но теперь уже им пришлось подождать, пока изгоняю в Пестовию. Нужно было поскорее помочь Лубасу с доставкой, чтобы наконец-то о нем забыть. Тот мимолетом чихнул, а когда мы уже непосредственно добежали к месту, где должна была произойти сделка, сказал, что у того начался кашель, ему очень плохо и он возвращается домой. Дело тут же запахло жареным, и подойдя к полуразрушенному дому, я в этом только убедился. Я отвел воина ближнего боя подальше и расправился с ним вдали от места, где меня крыли стрелами, а когда лучник остался один, я без тени сомнения погнал тому прямо в лоб. Как-никак, мой щит имел стопроцентное блокирование. Да, видимо, против стрел этот кусок дерева уже не вывозит, а ведь, судя по звуку, я точно понял, что выстрел пришелся именно в зону щита. Но можно сказать тому разбойнику и спасибо, ведь он вернул меня домой, и теперь мои животные снова были сыты. Дело в том, что я не назначал работников на фермерские здания, потому как вся суть их работы в загоне для ослов и лошадей только и будет заключаться в том, чтобы подбрасывать туда корм раз в полгода, а это, пожалуй, я могу делать и сам. Вернувшись к месту, я без труда справился с оставшимися врагами и осмотрел брошенный двор на предмет ожидаемых поставок.
Сразу кроме пригоршни всяких разных ресурсов не нашел вообще ничего, но когда добрался к самому большому зданию, увидел бочки полные гнили. В одной из них лежал скомканный кусок пергамента, на котором и был написан список товаров. Дерван пообещал во всем разобраться, но когда я обвинил Лубаса, тот чуть наоборот не сделал виновным меня и отправил сообщить клиентам о том, что поставки товаров придется ждать еще долго. А оказалось, что кузнец уже получил свой товар, правда ему пришлось за него торговаться. Теперь Лубас был пойман за руку, как дешевка. Всем стало ясно, что этот паршивец за нашими спинами договорился с разбойниками и хотел меня убить. Да еще и продал те припасы, которые Дерван раздавал мастерам бесплатно, чтобы те поддерживали свое ремесло. Теперь у него наконец-то лопнуло терпение, и он сказал, что выполнил свое обещание отцу мальчишки, и попытался сделать все, чтобы за ним присмотреть. А нынче Лубас отправляется в вольное плавание без какой-либо поддержки с его стороны. Мелкий с одной стороны понял, что Дерван хотел для него только лучшего, но не усвоил совершенно никаких уроков, не раскаялся ни об одной из своих подстав и сказал, что хотел бы пойти обучаться военному делу. К счастью, после беседы с Дерваном я понял, что нам удастся таки от паренька избавиться, зарекомендовав его в чье-то войско в соседнем округе. Помянем. А после еще и решил по-быстрому помочь местному тавернщику, раз я здесь. У того кто-то воровал кружки, и оказалось, что не кто-то, а все. Один завсегдатай сломал такую, и пока ее чинил, другой в пьяном угаре потерял их целую охапку, пока пьянствовал. Еще одну вообще у мальца пришлось отобрать, потому что тот играл с ней как с игрушкой. Что уж там, мне даже пришлось перепить местного чемпиона, чтобы переубедить, что его победа в турнире по пьянке – это заслуга не счастливой кружки, а его самого. I'm the king of the world. В итоге мне пришлось ждать, пока мужик склеит сломанную кружку до завтрашнего дня. Время было позднее, мне было так лень возвращаться домой, чтобы через минуту опять сюда бежать, что я подвалил в таверну королевскому гонцу, который сидел здесь, ёпта, видимо, всю жизнь. Было очень приятно вернуться домой, хотя здесь и без моей помощи пока что все было в порядке. Я лишь самую малость помог пополнить запасы воды и понял, что деревня находится на распутье. Из-за того, что на придорожных стоянках мне перестали попадаться славы, развитие деревни встало, и рано или поздно с этим надо будет что-то сделать. Я решил, что подожду до конца этого года. Если мне встретится хотя бы несколько, тогда, возможно, еще стоит попытаться, но в противном случае игра возьмет верх. Очевидно, двух жителей с одинаковыми именами одновременно быть не может. А тут я еще сам себе проблем поддал. Из-за того, что я решил прокачать ремесленные навыки, готовя овсянку в больших объемах, наши фермеры остались без зерна на посев. Пришлось в итоге все же посетить Пестовию лишний раз. Ну что ж, и снова доброе утро, соседи, доброе утро, мужик, которого я не помню как зовут. К счастью, в деревне по-прежнему все было хорошо, так что как только я раздал назначение на ремонт зданий, поскакал продолжать свои рыцарские будни и помогать жителям соседних деревень. Скауки взывала меня к себе, и уже через миг я был в этой горной деревушке, даже не предполагая, что там будет весьма интересный квест. Местный кузнец жаловался на то, что есть в этой деревне другой житель, который в точности копирует его жизнь. У него такой же дом, такая же стрижка, он хотел себе повариху в жены, так как у Войцеха супруга была именно ей. Это все походило на маразм, но мужик беспокоился за свою семью, потому как в дом его никто не пускал, но тот все равно как-то узнал, как здесь расположено внутреннее убранство. И нет, это даже не тот интересный квест, о котором я говорил, хотя и здесь все было весьма забавно. Насибур говорил, что все это бред, хоть их дома и похожи, но точно не один в один. Я проверил внутреннее убранство, присматриваясь к деталям и сравнил их с домом кузнеца. Ну, как минимум отличался настенный трофей и шкура у костра. Но к настолько тщательному опросу я, конечно, готов не был. Черт, какой же бредовый квест, кто, блин, будет всем этим заниматься? Но даже это не убедило Войцеха, ведь и правда все выглядело слишком подозрительно. В итоге мне все же удалось расколоть виновника. Тот банально завидовал тому, как живет кузнец. У него было уважение, семья, высокий уровень мастерства, а Насибор был одиночкой с долгами и работой. Но даже когда его поймали за руку и сказали, что это прям бредовая идея, извиниться перед кузнецом он не желал. Еще и, блин, покусился на мою жизнь. Я еле ушел живым. А вот второе задание оказалось куда интереснее и касалось старосты деревни по имени Гилберт. У того было два сына, с одним из которых он утратил связь, и старик просил с ним поговорить, попытаться достучаться и помочь наладить отношения. Оказалось, у деревни Скауки была интересная история, и раньше здесь жили пленники, которые трудились на руднике. Но когда война кончилась и им даровали свободу, старик решил остаться здесь и основать поселение на месте, где среди других пленных он нашел свою любовь.
Я отправился в дом сына Откера, что возвышался вдали над всей деревней. Внутри стоял наемный бандит, которому было велено никого не пропускать. Мне удалось уломать Лысого, и, совершив тому услугу в виде возврата денег его должником, я зашел внутрь. Здесь находилось несколько не самых добропорядочных с виду мужиков, и я рассказал Гилберту, что, похоже, его сын нанял головорезов. Я думал, что Игра Престолов в этих краях начнется на моменте выбора нового Кастеляна в Пестовии, но кто бы знал, что это произойдет в небольшой деревушке на горном отшибе. Оказалось, на место старика метила еще и другая кандидатка, считавшая, что ни сын, ни его отец не должны управлять деревней, но еще она таки поведала, где искать самого Откера. Парень сидел в городской таверне и даже не скрывал, что затеял восстание. Был чрезмерно жестоким и готовился вырезать всех несогласных, не желая, чтобы там были люди, которые в войну находились по другую сторону. Ему было все равно, что сейчас здесь наконец-то воцарил мир и все было в порядке. Я сказал, что остановлю его, и подсмотрел в записях на столе фразу «рука руку моет». Она оказалась неким паролем, с помощью которого мне удалось стереться в доверие к его странной банде и попытаться отговорить их от этого дела. Первый тип и сам не хотел во всем этом участвовать, но оставался здесь из-за того, что его шантажировали каким-то письмом. Я пропаркурил к месту, где оно должно было быть, попутно заглянув в развалины на краю карты. В домике в заднице мира просто должно было быть что-то ценное. Я без труда нашел вход под небольшим водопадом, но без факела здесь было не разобраться. Был уверен, что подземный путь приведет меня к письму, но оказалось, что это стоянка каких-то контрабандистов, и все хранилища внутри были пустыми. Вероятно, в будущем судьба меня сюда еще занесет. А само же письмо было спрятано на вершине гребаной горы, куда пришлось паркурить в стиле горного козла. Второй член их банды был довольно глупым, и мне было достаточно лишь отвести его в укромное место, чтобы переубедить, потолковав с ним наедине. Этот парень даже не знал, зачем он это делает, так что все было довольно просто. А вот Вильгельм был настроен крайне серьезно, да настолько, что был готов решить это дело в одиночку, потому что в самоубийственный план Откера он не шибко верил. Вместо этого попросил притарабанить тому самый сильный яд у одного эксперта в этом деле, весьма сумасшедшего эксперта. С приходом зимы как раз этим я и занялся, а ведь первый ее день был достаточно суров. Такие темные синие облака всегда означали одно – сильный мороз, от которого даже теплая одежда защитила меня только на время. Чудаковатый Элри, готовящий смертельный яд, попросил меня об ответной услуге – протестировать какое-то его зелье, от которого сам он мог умереть. А вот нам, по словам птицы в смешной шляпе, это не причинит вреда. Я только сделал вид, что выпил эту дрянь и погнал в Клоницу, на пути, к слову, встретив еще одного Слава, уже второго. Довольно неплохо, но даже так я понимал, что людей с одинаковыми именами повстречать не удастся, раз я аж за 9 лет таких и не встретил. Но, по крайней мере, временно жителей в деревне мне хватит. Я отдал яд Вильгельму, но только потому, что игра в этот раз не предоставила другого выбора. И, возможно, я что-то упустил, потому что не имел и близко понятия, кого же именно тот собрался отравить. И пока эта бомба замедленного действия будет шляться где-то в соседнем округе, можно было сказать Откеру, что его план провалился, и теперь он остался один, без своих подручных. Парень вскипел, направил ярость сначала на меня, а после и на своего отца, заявляя, что отомстит ему. Как вы понимаете, на всякий случай я побежал вместе с ним, чтобы не случилось чего лишнего. Начался новый выпуск семейных мелодрам, в которых сын обвинял отца в том, что тот не прислушивался к чужим мнениям, и что за смерть своей матери и его жены им нужно мстить. Мстить за нее? Она умерла в результате болезни, и никто не причинил ей вреда. Пока сын неистово плевался желчью в желании отомстить королю и убивать лояльных к нему людей, Потяне Гилберт поведал, что раньше их люди и сами были убийцами, и в той войне они убивали всех и каждого, мужчин, женщин и даже детей, что немного умерило пыл 37-летнего юнца. Как обычно бывает в здешних квестах, виной локального конфликта стала банальная недосказанность. Но итог их семейной ссоры мне предстояло узнать только в следующем сезоне, как и гребаный квест с корзиной у пруда, который будет преследовать меня по ночам в страшных и скучных снах. В этот раз я положил туда 10 только что купленных щук и... Что сделал Лайду после того, как в третий раз положил рыбу в корзину у деревни Остои? Удалил игру, встретил ребенка, который в итоге сказал ему спасибо и ушел, снова ждал до следующего сезона, открыл окно. Да, мне снова придется ждать следующего сезона, но хотя бы немного порадовал факт того, что я нашел еще одного Слава в нашу деревню. Это точно отсрочит неизбежное на некоторое время. Остаток зимы я провел в своем поселке, по крупице обустраивая еще недостроенный жилой район, устанавливал ограды, прокладывал тропы и все тому подобное.
На чертежи новых заборов и прочие штуковины потратил почти 10 тысяч кровно заработанных своими жителями денег. Но, видимо, им на эти декоративные предметы было вообще насрать. Он, смотрите, сидит тупо в воздухе. Решил построить еще один колодец и переназначить жителя на него. Это сэкономит немного времени, потому как теперь рабочий колодец будет стоять прямо в складском дворике и не нужно будет таскать ведра далеко. Деревня медленными и практически незаметными темпами развивалась, но тем приятнее было спустя время заметить, как постепенно здесь все меняется. Холодная зима быстро закончилась, я, как обычно, попросил жену уплатить налоги вместо меня, сумма достигала уже почти 6000. И, если честно, думал, что после постройки второй торговой лавки денег за год мы заработаем больше. Но меня ожидала пара интереснейших заданий. Гилберт Скауки рассказал, что сделал сына новым деревенским старостой, что маленько привело меня в шок. Не поймите неправильно, ясно, что они поговорили и все наладилось, но ставить на такой пост человека, что еще пару дней назад был готов начать резню из-за давно ушедших событий, которых, как позднее стало известно, он даже по итогу не разобрался. Это как минимум сомнительное решение, особенно учитывая, что у Гилберта все это время был и второй сын. Ты чё, ебаный? Что ты там делаешь? Еще один супер важный квест появился буквально из ниоткуда. Мать переживала за мальчишку, что в свои 12 лет разговаривал с курами. Я уже думал, все правда плохо, но парень общался и со мной, адекватно отвечал и все такое. Я сказал, что его мать считает его психически нездоровым и, видимо, перегнул палку. Малой попросил дать ему кирку и толстые перчатки, которые я на самом деле прям еле оторвал от сердечка, уж больно дорогими они были. И все для того, чтобы он стал нормальным. Эй, малой, ты так больше не шути. На пути к финальному этапу чертового задания с корзинкой, которое я выполняю уже несколько игровых месяцев, я наткнулся на лагерь разбойников и просто пройти мимо не смог. И снова меня уработал долбанный арбалетчик, причем из одного выстрела. Вот это они меня отделали. Ну, как говорится, с волками жить, по волчьи выкатывать со дворов. Я решил вооружиться так же хорошо и, поскольку помнил, что уже могу работать железом, открыл себе рецепт арбалета за 1500 монет. Утолил голод парой сырых яиц, которые в этой игре почему-то ядовиты, выпил грязной воды из пруда, которая в этой игре почему-то не ядовита, и погнал тестировать арбалет. Лагерь был зачищен, а я надыбал себе 2 бутылки пива. Кроме этого, по мелочевке еще больше 200 монет и настоящий железный меч. Вот это уже неплохо. А что касалось задания с рыбой в корзинке, я был уверен, что это последняя ходка, потому как я уже переложил 3 вида рыб и больше в этой игре попросту не было. Слава богу. Награда ждала меня там, где я не ожидал, прямо в той же корзине. Целая гора монет в итоге была 500, и даже если бы я ловил рыбу, а не покупал, то эти 500 монет в итоге заработало бы как минимум за 9 игровых дней, более чем половину игрового года, сущие копейки. Но зато мне прям полегчало. На следующий день я был свободен от забот и начал строить еще один дом для нового жителя нашей деревни. Тому пришлось маленько подождать, пока я сгонял в Клонницу и сбыл там весь лут из бандитского лагеря, но зато там же я уже нашел для него невесту Милославу. И снова в деревне появилась недостача зерна. В этот раз жителям не хватало овса, и я быстро сгонял в Клонницу, чтобы закупиться им как для готовки, так и для посевного сезона. Оказалось зря, потому что у нас на складе его было еще навалом, просто в необработанном виде. Все потому, что наши работяги работали слишком медленно. No worries, I'll wait. Да, я не сомневался. Казалось, будто с появлением строителя дома в нашей деревне начали ломаться еще чаще, но, слава богу, теперь эта адская работа лежала не на моих плечах. Пришла пора подарить деревне новую ветку промышленности и заложить фундамент под светлое будущее деревни Славов. Я готовился построить загон для мелких животных, чтобы завести овец, и вместе с этим решил продать всех ослов и разобрать их в сарай, так как в качестве ездовых животных у меня уже были лошади.
Оказалось, что много наших жительниц опять стали матерями, и на данный момент кухня, снабжающая поселение хлебом, вообще перестала функционировать. Слава богу, людей туда долго искать не пришлось. Намыслав из шалаша землекопов и Владиславе Шахты очень быстро сменили свои профессии и, надеюсь, им понравится. Непосредственно за овцами я поскакал в Остою, и, должен признаться, их пришлось еще поискать. Я уже начинал думать, что перепутал, и вместо овец у них тут были одни лишь козы, но все-таки нашел второй загон немного в другом месте. Стоили взрослые овцы достаточно недешево, по 1000 монет, но я купил 2 взрослых особей и 2 маленьких, потому что в загон помещалось довольно большое стадо, и чем раньше они начнут плодиться, тем лучше. А еще здесь меня ожидала очередная небольшая работенка. Одна юная жительница потеряла фамильное кольцо, что ей должно будет достаться в наследство в будущем, и назвала мне несколько мест, где оно может быть. У пруда, у ее подруги и еще в паре мест. К тому же в этот раз я мог просто купить похожее кольцо у местного торгаша. Но на эту безделушку тратиться мне уже не хотелось. Место у небольшого моста, увы, пустовало, а вот в самом городе моя чуйка позволила его найти в считанные секунды. Вот только оказалось, мелкая уже нашла кольцо самостоятельно у себя в кармане. А мне в качестве оплаты осталось ворованное. Черт, ну хорошо, хоть я не купил его у торговца. Теперь, когда деревня пополнилась новым видом животных, я обеспечил работника подходящими инструментами, железными ножницами для стрижки. Шерсть позволит в будущем делать нити и ткань, что вкупе с льняными поделками откроет мне кучу более сложных рецептов одежды, на которых можно будет знатно навариться. Заодно я взялся улучшать домик травника, раз тот сейчас все равно пустовал, и облагораживать жилой район. Увидел, что в нашей деревне уже появились подростки, но их все еще нельзя было припахать. А признаться, у меня были небольшие надежды на то, чтобы сделать из них подмастерье. Но зато облагораживание потихоньку продвигалось. Площадь жилого района уже сомкнулась, и я мог начинать думать над тем, чтобы планировать будущую постройку личной родовой усадьбы для своей семьи и будущих поколений. Погнал в столицу за саженцами деревьев и в итоге взял вишню, потому что ее рассады было больше. Это тоже было частью моего проекта. Немного сузил тропу, а то это уже было слишком, и взялся за подготовительные работы. Пара скамеек, забор и 2 полосы плодовых деревьев по обе стороны. А в остальном в деревне все было в полном порядке, просто много жителей сейчас были неработоспособны. И черт, опять зерно закончилось, а вместе с ними мука. Пришлось снова брать работу в свои руки и быстро исправлять ситуацию. На данный момент у меня были 2 самые главные задачи. Построить дом и развить навык строительства до следующего уровня. Так можно будет увеличить зону покрытия склада и не таскать ресурсы в своих карманах. Между сезонами король издал указ, чтобы купцам было сложнее обогатиться, вводил большие налоги на торговлю, и теперь у всех торговцев было вдвое меньше денег. Идиоты-короли добрались даже сюда. И поскольку я хотел поскорее повысить уровень строительства, чтобы улучшить склад, то брался за любую связанную с этим работу, главное, чтобы та не была бесполезной. Утеплил несколько домов, достроил еще один забор в городском районе, и вот, наконец-то. И хоть ресурсов на склад последнего уровня ушло ох как немало, но львиную долю из них я просто таскал из сундука. Теперь планка хранимого веса на складе поднялась с 2 тонн сразу до 4. Этого точно хватило бы и на куда больших размеров поселения, так что мне вообще можно было за это не переживать. Строительство большого дома длилось до зимы, но это было лишь начало. С приходом весны я решил немного отложить строительство. С одной стороны, появилась новая работа, меня уже ждали и в Остое. С другой, процесс стройки банально был не слишком увлекательным. Как обычно, практически весь пассивный доход от поселения ушел в уплату годовых налогов, но наплавив достаточно много руды, я забабахал 30 гребаных железных топоров. Это было чертовски просто, так как и древесина, и руда добывались без моего участия. А стоило это добро 500 за одну лишь штуку. Стоит ли говорить, что в соседней Клонице у торговцев не хватило денег, чтобы скупить хотя бы половину товара? После этого я сразу же погнал в рыбацкую деревню, так как там и только там появилась новая работа, в этот раз весьма и весьма интересная. Один из деревенских мужиков говорил, что к деревне прибился бродячий мальчишка, и его жена очень хочет его усыновить, но попросил отговорить ее, так как у них и так не было лишнего места в доме. К тому же усыновить мальчишку хотела и другая жительница, Живия, с которой я поговорил первой, на случай, если удастся решить вопрос сразу же. Живия была готова приютить у себя мальчишку, хотя стоит сказать, что игра здесь, как и все время до этого, багалась, постоянно путала местоимения, и мальчик-сирота то и дело превращался в девочку. Но Добросулька, так звали жену обратившегося ко мне мужичка, тоже хотела усыновить парня, и в разговоре с ней уже больше прослеживалось то, что всем этим руководит не доброта или желание помочь, а просто мальчик красивый, и ей будет не стыдно прогуливаться с таким сыном по деревне. Окончательно истинное отношение к пареньку стало понятно, когда я видел, что его усадили в бочку.
Усадили и сказали никуда не двигаться, пока не решат, кто заберет его к себе, но при этом всем даже не удосужились того покормить. Пришлось посетить Пистовию, чтобы купить пшеничный рулет. Понимаете, голод в мастерски прописанных квестах – это такая штука, что ты не сможешь утолить его простым хлебом, куском мяса или хапка яблок. Обязательно нужно съесть пшеничный рулет. Эй, не двигаться. За бурдюком с водой пришлось возвращаться домой, и когда я видел, что прокачал дипломатию и за очко навыка уменьшил налоги на 10%, меня вдруг осенило. Какого хрена я трачу силы и время на продажу еды, постоянно изменяю объемы торговли, ведь ее становится то меньше, чем нужно, то больше, если можно переформатировать лавку с продуктовой на бытовую и продавать там инструменты. Руды было валом, топоры тоже остались, и учитывая то, что новый продавец мог сбывать лишь малую долю товара за один день, наш кузнец будет за ним поспевать, и мне даже не придется ежесезонно следить за этим производством. Чистый кайф, ждем увеличения прибыли в следующем году. Мальчик, сидящий в бочке денно и ночно, наконец-то получил свою еду и спросил совета, какую семью ему выбрать, потому что те, видимо, до сих пор не решили, кто же его заберет. Я подметил, что обе семьи хотят забрать его чисто в своих корыстных целях. Первая просто выполняла моральные долги и отдавала дань деревенским устоям, а вторая и вовсе просто хотела использовать его как украшение своего дома. Ему нужно было дать время, чтобы принять решение, а мне, чтобы выполнить еще одно серьезное задание. Оказалось, что в Астое грядут выборы, и деревня столкнулась с доселе невиданным событием. В этот раз в выборах участвовало сразу два кандидата, а не один, как это было обычно. Ты что, з глузду з'їхав чи що? И хоть в этом, ёпта, и есть суть выборов, сельчане были в замешательстве. Но на самом деле конкретно моя помощь нужна была в другом. Один из кандидатов, прошлый староста, просил помощи. Его политический оппонент, молодой трудолюбивый рыбак, который большую часть времени был занят ведением хозяйства, неожиданно куда-то пропал, и они не могли начать голосование без обоих кандидатов. Изучив окрестности, я убедился в словах жителей о том, что пропавший тип был немного странным. Он сколотил большущий запас ресурсов, начиная от дров, еды и заканчивая оружием, но для каких целей было неясно. Создавалось впечатление, что тот готовится к осаде, но все было только страннее, ведь война была далеко позади, такая маленькая деревня была никому не нужна, да и большая часть его запасов уже успела провонять гнилью. Расспросив пару жителей, я пал на его след, пошел вверх по течению реки и увидел крайне странную вещь. Рядом с мужиком находились дикие звери. Сначала я решил, что его окружили, но когда рассмотрел поближе, понял... Стоп, они что, спят? Все выглядело чертовски странно, на месте было несколько диких зверей, которые просто чилили рядом с этим самым мужичком по имени Мыследар. Тот находился в неком трансе, называл их своей мохнатой семьей, но чуть погодя стало ясно, что мужик просто нажрался посленовых ягод, которые были ядовитыми. Мне пришлось мотаться в город за целебным зельем, чтобы привести его обратно в чувство. Животные, как и он сам, тоже были под действием яда и скорее не спали, а судорожно скрутились, хоть с виду это заметно и не было. Когда Мыследар окончательно поправился, рассказал, что пошел рыбачить, а после того, как на того напали бандиты, прибежал сюда и, скрываясь, наелся ягод, после чего в его голове и появились бредовые мысли о том, что надо готовиться к очередному нападению. И так вышло, что не отойдя от бреда, он сначала бесконечно таскал ресурсы себе в дом, а после возвращался сюда, чтобы съесть еще немного чудо-ягод, подаривших ему озарение. Я быстро убрался отсюда, пока животные не пришли в себя, и рассказал бывшему старости деревни, что Мыследар жив, пережил нападение бандитов и скоро появится в деревне. Разумеется, меня пригласили их посетить во время выборов в следующем сезоне. А что касалось того бродячего мальца, он решил не идти ни в одну из семей и вернуться к своему старому ремеслу. Оказалось, что этот мелкий вовсе не такой уж и мелкий, как могло показаться. Только сейчас я заметил знаки вопроса там, где обычно значился возраст, и узнал историю этого паренька. Он работал подмастерьем одного очень умелого алхимика, но после того, как тот случайно умер, отравившись неправильным снадобьем, лавку отжали и малого оттуда поперли, и теперь он скитается по миру, живя то у одной, то у другой семьи там, где придется. На фоне этого мне было совершенно неясно, почему он вообще отказался от усыновления, ведь какая ему разница, берут его из-за доброты душевной или покрасоваться, раз он уже зрелый человек с головой на плечах. Но как бы там ни было, я помог ему приготовить какое-то особое светящееся снадобье из весьма странных ингредиентов. И пытался пристроить мальчишку к знакомой травнице в Клонице. Та вынуждена была отказаться, но вместо себя предложила кандидатуру одного талантливого, но весьма странного алхимика. Есть такой человек, однажды выскочивший из-за куста с горшком, в который хотел собрать мои экскременты. Приятный мужчина. Им оказался тот странный придурковатый мужик с подкрашенными глазами из болот, который когда-то чуть не напоил меня своим ядом. Казалось, он сошел с ума еще сильнее, мне было трудно даже понять, что он говорил, но кажется, что он не против ученика и даже найдет его сам, по запаху.
На стыке сезона в деревню забрел караван, и его ремесленники предложили подтянуть мои навыки, само собой не бесплатно. Оказалось же, что я являюсь куда более искусным ремесленником, чем они, и не я им заплатил, а они мне, что было прям неожиданно. Еще одна из жительниц деревни забеременела, но, по крайней мере, пока это никак не сказалось на нашем производстве, так что можно было снова наведаться в Остою и узнать, как там проходят выборы. Оказалось, меня все еще недостаточно мучили поручениями «подай, принеси». Некоторые из жителей все еще не проголосовали, и мне нужно было с этим разобраться. Первым стал муж Граньеги, который из-за боязни разбойников убежал в Пестовию. Она еще раньше говорила, что муж связался с тем кандидатом в старосты, что наелся ягод и боялся, что на них нападут. Тоже, по сути, говорил ее муж, и ведь какой-то черт дернул меня за язык похвастаться тем, что какие-то разбойники для меня это пустяк, что при мне дороги и так стали безопаснее, и я могу доставить ему трофей гораздо более опасных животных, чем какая-то шайка бандитов. Хорошо, хоть этими животными стали зубры, на которых я испытал свой арбалет. Честно, я маленько переоценил его способности, решил мигом сварганить себе пару целебных зелий и наклепать железных болтов. Урон у них был заметно больше, в чем я минутой позднее и убедился. Была маленькая проблема в том, что черепа зубров доставались далеко не с 100% вероятностью, но это не причинило мне слишком много неудобств. За время жизни в округе Оксбоу я излазил эти леса и болота вдоль и поперек столько раз, что мне стоило лишь открыть карту и выбрать место обитания бизонов из десятка вариантов. Мужик был впечатлен такими трофеями и согласился вернуться в Остою и проголосовать, а я почувствовал на себе роль шестерки так сильно, как никогда. Очередная жительница не хотела голосовать из-за каких-то там надуманных дел, о которых она даже забыла. И лучше бы те и правда оставались надуманными, потому что мне пришлось как лакею носиться с ее грязным порванным платьем, а потом еще и тащить глиняные горшки да мед для какой-то там встречи. Меня это все доконало так, что я уже даже не обращал внимания на то, как та рассказывала, как именно нужно расставить вино, флягу с соком да цветы, и просто кинул это все, даже не глядя. Мне предложили послушать ее встречу. Наверное, разработчики и представляли это приблизительно так. Какой-то чел из левой деревни прячется за кустами в 10 метрах и подслушивает. Эти грёбаные выборы растянутся, видимо, аж до осени, потому что мне снова предложили подождать. Как оказалось, я пропустил несколько довольно важных улучшений, поэтому заняться в деревне все еще было чем. Я улучшил кузницу до последнего уровня и сразу же после нее швейную лавку. Совершенно случайно узнал, что одна из жительниц все это время бездействовала, и тут же перебросил ее вторым работником в кузницу. Теперь, после того, как я увидел, сколько можно срубить на продаже топоров, пускать ее на любое другое производство мне казалось бессмысленно. Тем более, что вдвоем они управлялись делать целый топор буквально за день, и это сподвигло меня на перестановки. Торговку с 10-м уровнем, что занимается этим делом уже несколько лет, я перекинул на текущую лавку с топорами, и должен сказать вам, она просто чудо. Продавая больше чем 2 топора за день, мы будем рубить больше 1000 монет, а за год эта цифра вырастет больше, чем в 10 раз. Я был счастлив не только поэтому. Радомила, с которой я возился весь предыдущий день, наконец-то разобралась со всеми делами и была готова проголосовать. Остался последний житель, старик без прав. Его так звали, если что. Но хотя бы здесь работы было поменьше. Какой-то мелкий досаждал старику, и по сути все, что мне нужно было сделать, поговорить с мальцом, решить их ссору с сестрой, вернув ей затерянную игрушку в волчьем логове. После этого парень перестал маячить недалеко от старика и... Черт, этот дед теперь просит, чтобы я вернул мальца назад. Слава богу, что хотя бы от этого удалось откреститься. Ну и да, как я говорил раньше, чертовы выборы перенеслись на следующий сезон. Браво! Я просто похлопаю. И в итоге случилось неожиданное. Ничья. Проголосовали все, кто только мог, даже пара несовершеннолетних ребятишек, но выбрать кого-то одного так и не удалось. Они не знали, что делать, но зато эти придурки все равно устроили праздник. Как же все-таки здорово, что у нас в деревне такого нет. Старая добрая автократия. Бронемир, организатор выборов, сказал, что у него на самом деле есть одна идея – сделать меня почетным жителем Остои и отдать свой последний голос. Признаться, я был только рад завершить этот парад абсурда, продолжающийся около полугода. Жаль, что меня будет ненавидеть как минимум половина деревни, ведь на данный момент все знают, что по голосам ничья.
Изначально я думал проголосовать за новенького, того самого работящего мужика, что запасался припасами, но в итоге решил, что лучше все-таки выбрать Людомира, того, что доселе уже занимал этот пост. Мыследар, как мы видели по случившемуся с ягодами, был не самым стабильным и надежным человеком, да и его трудолюбие тоже могло по большей мере быть вызвано эффектом от отравления. К тому же на прошлого старосту никто из жителей не жаловался, что было уже чертовски большим достижением. Второй праздник организатор Бронемир решил не устраивать, слава богу, и наконец-то эпопея с выборами подошла к своему концу. Астоя вернулась к привычному ритму жизни, а я к себе домой. Точнее, сначала заглянул в Пестовию, а после уже домой. Там, как обычно, сидел королевский гонец, и мне было интересно, какую трудную и неоплачиваемую работу подкинет нам король в этот раз. И, знаете, хоть до этого я ни разу не справлялся с королевскими поручениями, они постоянно требовали от меня больше, чем я мог дать, в этот раз вся работа заключалась в борьбе с сорняками, а уж с этим я должен справиться. Началось все чертовски просто. Я вырвал достаточно много растений подорожника, цикория и зверобоя, но на этом растения кончились. Ни в поле, ни в лесу, ни даже на болоте я не смог отыскать что-то кроме этих троих видов. Решение оказалось очевидным. Другие растения в этот сезон не росли, так что мне придется ждать до лета, тогда можно будет вырвать все остальное. Ну а пока я увидел в закрытых чертежах большую ветряную мельницу, для которой нужно было очень сильно прокачать земледелие. Меня коротнуло, и уже через минуту я лично обработал все земельные участки и вспахал новое поле огромных размеров. Казалось бы, всего 12 на 12 клеток, но игра не позволила сделать его заметно больше, а на то, чтобы просто подготовить поле и засеять, у меня ушли целые сутки. На такое большое поле нужно будет очень много удобрения, но как же удачно, что на нашем складе скопилось настолько много дерьма. К зиме еще одна труженица ушла в декрет, и пришлось перенастраивать производственные цепочки, чтобы мы вскоре не остались без дерева. Эту зиму мне не хотелось заниматься ничем особо полезным, так что я решил погнать на охоту, попутно попытавшись открыть ачивку по убийству всех доступных видов животных. Я шел по списку, многих зверей из которого встречал или нет, даже не помнил. Завалил лосиху, оленя, а после отправился в дальние леса искать рысей. Оказалось, это и был последний доселе нетронутый вид. Решил еще немного поохотиться, чтобы прокачать навык выживания до максимального уровня, а оказалось, от охоты он не прогрессировал вообще. Так что развивал этот навык я почти полностью с собирательством. Заняло это довольно много времени, но я как раз прочистил себе башку этим скучным медитативным геймплеем и открыл еще одну ачивку. Очки навыка пустил на повышение защиты и увеличение запаса здоровья. С наступлением Нового года я, как это обычно бывает, уплатил налоги. Слава богу, они не сильно выросли, ведь я особо ничего не строил за прошедшее время. 6000 опять как ветром сдуло, но ведь прошедший год вместо продажи всяких мелочей мы торговали качественными железными топорами. И это принесло мне, деревне, больше 14 тысяч. Одной только настройкой лавки под выгодный тип товара удалось увеличить доход в 2 раза. Вдобавок к этому мне почему-то захотелось немного опустошить наши запасы шкур, меха, нити и всего тому подобного, так что сделал и партию дорогущих рюкзаков, которые продал у соседей. Строить новые дома и развивать деревню еще сильнее мне не хотелось, ведь и так большая часть населения не работоспособна, и сначала надо решить хотя бы этот вопрос. Но от приглашения в деревню Нового Славы я отказаться все равно не смог, уж слишком редко они мне попадались в последнее время. За считанные минуты отгрохал ему каменный дом из накопленных ресурсов, и когда назначил его на работу, увидел, что несколько жительниц в поселении, видимо, уже давно родили, так что можно было смело назначить их на брошенное производство вроде хижины землекопов, сараев с животными и пополнить ряды наших шахтеров, чтобы получать еще больше железа для топоров. Пока не пришло лето и я не могу выполнить королевское поручение, решил заняться охотой, чтобы развить этот навык у персонажа. Застрелил 3 бизонов и получил за это на самом деле довольно мало опыта, так что, чтобы разнообразить эту рутину, решил объединить охотничий промысел с выполнением городских заданий из доски объявлений. Ну и поскольку я крайне везучий, вы только посмотрите на это лицо, на доске не было ни единого поручения, связанного с охотой, только доставка пшеницы, которой у меня не было, и создание лопат и сумок до рыбацких острог, и вот за это я уже взялся. Круто все-таки жить в уже развитом поселении с добротными запасами. Задание было выполнено в тот же день, к тому же одной из наград вот это поворот стала пшеница. Та самая пшеница, которой у меня не было для выполнения еще одного квеста. Черт, а ведь возможно я и правда везуч. Да ну ёб, рот, король умер. Мне предлагали занести новому королю небольшой подарок, но такой грязью, как выдача взяток, наша благородная деревня заниматься не будет. Другое дело воровство деревянных колес по деревням.
В общем, я решил целиком проигнорировать появление нового короля, который, к слову, подло убил предыдущего, будучи его родственником. За такую дерзость мне увеличили подати на целых 10%. 6000 умножить на 10%, всего-то 600 монет вместо 3000. Сначала был какой-то сумасшедший король, теперь агрессор, мир не без добрых людей, видимо, это не касается долбанных чинуш. Наступило лето, и я без особых трудностей провал чертополох, маргаритки, белену, белодонну и одуванчики по заданию от королевского гонца. Если я не ошибаюсь, это был первый раз за все эти 13 лет, когда я выполнил королевское поручение, ну и получил за это лишь уважение. Выполнил заодно парочку городских заданий, убил несколько кроликов, разносивших бешенство, да притарабанил ингредиентов для зелья от пьянки. А в остальном, знаете, мне кажется, что я с 99% вероятностью уже прошел игру, выполнил все сюжетные квесты, потому как уже не первый сезон для меня ни в Клонице, ни в Астое, Пестове или Скауке не было заданий, и признаться, я сомневаюсь, что они уже появятся. Так что теперь я был полностью свободен от проблем местных жителей и мог начать решать свои собственные. В разговоре с королевским концом я невзначай спросил, а не можем ли мы получить официальное разрешение от короля на то, чтобы назвать свою деревню, или даже получить право использовать герб собственного дома. Меня самую малость послали. Я могу ошибаться, но, видимо, для этого уже нужна была не репутация династии, а личное отношение с королем. И учитывая, что короли сменяются, вполне возможно, что с каждым придется находить общий язык. Вот мне те сраные 3000 и аукнулись. Жительницы продолжали беременеть, я был не в силах проконтролировать этот процесс и мог лишь бороться с последствиями. С трудом удавалось поддерживать достаточное количество работоспособных жителей, чтобы удовлетворять наши нужды, и при этом всем жертвуя добычей некоторых ресурсов. Но на самом деле для меня это было не так существенно, потому как теперь мне припекло стать настоящим рыцарем в сияющих доспехах. Я железный человек. В мгновение ока я создал себе самые понтовые доспехи из возможных. Стоило бы, конечно, заняться этим, пока у меня были задания по истреблению бандитов, но так тоже неплохо. Они не только давали хорошую защиту от ударов, но и от холода, из-за чего я в этот летний день потел как папич, решающий детские загадки. Пришлось временно вернуться к классике. За всеми этими делами я и забыл о своем большом поле, где жители без меня уже собрали весь урожай. Здорово, что у меня хотя бы были тонны собранного зерна, на кухне как раз не хватало муки. И тут я вспомнил об еще одном улучшении, которое хотел сделать давным-давно, но забыл. По примеру с кузницей я решил, что нужно переформатировать лавку с продажи сырья на продажу одежды. Полевые работы были достаточно прибыльными раньше, но теперь, когда у меня есть небольшой табун овец, можно было попытаться продавать шматье так же выгодно, как и железные топоры. Я потратил минуту на поиск наиболее выгодных вещей, почти 1500 за богато украшенное седло не стало самым дорогим товаром. Им была превосходная стеганка за 3 куска, я чуть не обделался на месте от таких сумм, но когда полез настраивать производство, понял, что, к сожалению, на данном этапе мы не потянем их производство. Уж больно мало шерсти добывалось, потому как больше половины овец еще даже не подросло. Так что пока я становился на седле, хитрыми манипуляциями и оценкой производственных мощностей установил, что пока мы сможем изготавливать лишь одно седло, и то, так сказать, в кредит. Главное, чтобы ягненки выросли за пару месяцев, иначе все производство может остановиться. Оставалось ждать и надеяться, что моя хрупкая настройка не сломается к чертям собачьим из-за моих неверных расчетов или очередной волны беременности наших жительниц. Ввиду отсутствия сюжетных заданий, я даже в виде исключения привез своему жителю лавандовый мед, купленный на собственные деньги. Чем же еще заняться столь достопочтенному старости деревни? Мне очень сильно хотелось проверить свои новые доспехи в деле. Время от времени в случайных местах на карте я обнаруживал разбойничьи лагеря, но их поиск был сугубо делом везения. Так что я решил податься на их самую большую базу, которую я выкосил в прошлом видео, случайно. Здесь и правда появились люди. Арбалет с железными болтами показывал себя вполне хорошо даже на бронированных целях, а вот доспехи... Поначалу было страшно давать врагу возможность себя ударить, но когда я таки решился, понял, что теперь я стал машиной для убийств. Обчистил карманы этих чертей и отправился вглубь базы, но с грустью понял, что это все. Больше здесь никого нет, никого и ничего. Прежний лут в сундуках не зареспаунился, так что да... Это печально. Печально, да? Продал в городе налутанные ценности и оружие и дома переформатировал маленький огород, высадив там рассаду хмеля. Кто знает, может быть где-то там в будущем мы научимся варить пиво, а это, как вы понимаете, уже прям вершина технологической цепочки и пик развития средневековой индустрии. Ага.
Мои труды позволили улучшить еще и житницу, наш продуктовый склад. А я как-то случайно зацепив взглядом мишень для стрельбы, в итоге залип в нее на полдня. Увидел, что в игре есть ачивка за меткий выстрел сразу на 100 очков. Но я уже попадал в яблочко не один раз, и до заветной сотни там было очень далеко. Пытался пропаркурить на крыше домов, чтобы стрелять издалека. Поставил новую мишень где-то вдали, но увидев, что до сотни по-прежнему далеко, все же сдался. Настала пора собрать вещи из личного сундука, переложить их на общий склад и переехать вместе с семьей в большой новый дом. Пусть здесь все еще не было окончательно готово, да и сам дом, признаться, был так себе. Но, по крайней мере, здесь было попросторнее, да и на одно спальное место больше, так что в случае чего мы сможем завести и второго ребенка. Было очень непривычно просыпаться на новом месте с недозасеянным полем. Видимо, жители не успевают работать с ним из-за того, что оно находится далеко от их дома. Черт, а ведь в деревне и правда становится уютно. Мне пришлось продать кур, потому что жителей не хватало на все мои постройки. Теперь, пока матери не вырастят детей, придется поужаться в своих амбициях. Железные доспехи все-таки не слишком хорошо защищали меня от холода, так что пришлось вернуть часть старого шматья. И вы не поверите... Спустя все это время такие большие объемы работы мне наконец-то открылся рецепт таверны, обожаемого всеми питейного заведения. Это было мега круто, Какая умница. Я чуть не упал от радости, но совершенно не был к этому готов. По моим изначальным планам она должна была находиться в центре жилого района, но сам ее чертеж казался настолько недосягаемым, что за все это время я уже и забыл о том, что планировал еще с момента первого видео. Пришлось как-то выкручиваться, ведь как мы без пива. Место за курятниками-складами показалось мне самым подходящим. Это, конечно, не центр деревни, а какие-то закоулки, но этого места тоже был свой шарм. Внутри была пара столиков, барная стойка и пивоваренная станция. Здесь меня поджидали эти симпатяги – Эль, Пивчанский и Медовуха. К тому же их создание было не таким уж и сложным. К примеру, на Эль нужен только овес до тара. Еще в таверне стоял пресс для сока и бочка, где этот сок будет бродить, пока не превратится в вино. Это просто класс. Я переназначил одного из работников кухни сюда, и теперь наконец-то появился смысл мастерской, где работала моя жена. Раньше она клепала одни ложки до миски из дерева, но теперь уже будет делать пивные бутылки из глины. Не удивляйтесь, это у нас такие семейные подколы. Теперь с приходом вечера это захолустное место оживало, к таверне подтягивались жители и чилили себе за пустыми столами, да и управляющий как-то не был особо приветлив, видимо, нельзя было пить на рабочем месте. Годовые налоги постепенно росли, но вместе с тем росли и наши доходы. Сегодня я понял, что деревня уже ведь и вправду разрослась, потому как во время пробежки с одной ее стороны в другую можно было успеть заскучать. Но зато доходы, мое почтение, 24 тысячи чистой прибыли, вот это уже дело. При поднятом настроении я даже помог паре своих жителей, сделал малышке вишневый сок вместо вина, которое она хотела попробовать, да смотался за посылкой в клоницу. Ничего особо трудного, а вот что было трудно, так это выбить 100 очков в стрельбе по чертовой мишени. Да, я снова взялся за это неблагодарное дело, но ведь не может же это быть так трудно. Снова пропаркурил на крышу и прикинул место, на котором построю мишень. Логика проста, чем она будет дальше, тем больше очков мне дадут. Немного помог моим фермерам и поставил мишень в самой дальней точке у тропы. Дальше уже просто было нельзя, там начиналась территория клоницы. Стену построил, чтобы на ее фоне мишень была чуть лучше видно и чтобы не пришлось бегать собирать болты, а стрелять я буду аж из той точки на крыше здания. Чтобы хоть немного увеличить расстояние до мишени, пришлось стрелять через вот эту вот миниатюрную щель в листве. Это оказалось очень сложно, порог 90 очков я преодолел, но до 100 добраться так и не удалось. К слову, я до сих пор по привычке ложился спать в своем старом доме, но теперь просыпался не с женой, а с Томиславом. Снова подул на крышу и в этот раз, кажется, нашел куда более дальнюю точку для постройки мишени, практически у реки. Повторил связку мишени со стеной и, знали бы мои жители, чем я занимаюсь. С такого расстояния мишень даже не прогружалась, пришлось увеличить дальность прорисовки в настройках, но я все равно ни черта не видел за этими пикселями. Уже был готов сдаться. Я собрал не все арбалетные болты с места стрельбы и решил оставить эту постройку в знак памяти того, что мне удалось сделать.
Лето стало чисто трудовым, и львиная его доля ушла на пахоту в самом большом поле. Получив огромный урожай пшеницы, я вдруг понял, что она-то мне не сильно и нужна, так что переформатировал посевной сезон, чтобы выращивать здесь лен. Уж его много не будет никогда, потому как и нити, и ткань постоянно нужны для производства одежды на продажу. С шерстью дела обстояли, конечно, похуже, но большая часть овец выросла, так что объемы производства так или иначе росли. Мне по-прежнему сильно не хватало рабочих рук. Треть производств простаивала, потому что из 50 человек только детей у нас было больше 20, и это уже не считая чуть ли десятка матерей. Так что в ближайшее время ждать больших свершений я не планировал. Все, что поменялось в ближайшее время, это стиль моей охоты. Ну а дальше все шло своим чередом. Время быстро летело, в своих приключениях я наткнулся на лагерь разбойников с телом, закрытым в клетке. Решив его обыскать, я и не подумал, что... Надругавшись над телом покойного, вы замечаете небольшую вещь, засунутую между ягодицами рыбака. Что все зайдет настолько далеко. Бедный рыбак, пойманный работниками, так дорожил своей фигуркой из янтаря, что спрятал ее в своей заднице. Зиму я прожил полностью без одежды, это было весьма неудобно и непривычно. Буклишка немного помогала, временно увеличивая устойчивость к температурам, но в остальном... И нет, я не идиот, чтобы вот просто так в один миг взять и усложнить себе жизнь. Это было ради вот этой замечательной ачивки, доказывающей, что я дурачок, что мне под силу любые испытания. По той же самой причине я не собирался уплачивать налоги в этом году и открыл ачивку с долгом в размере 5000 монет. Время неумолимо летело, я открыл улучшение для амбара, где молотили зерно, даже парочка жительниц смогли снова вернуться к работе, и не успел я опомниться, как настал... 184 день, первый день лета. Все это время я упорно занимался бытом, регулярно вмешивался в посевные работы, чтобы поскорее открыть чертежи новых зданий. И вот я наконец-таки разблокировал постройку мельницы. Долго не думая, я влепил ее между амбаром и скотным двором за пределами деревни, и уже через минуту та была готова. Здание предназначалось сугубо для производства муки, и вроде как здесь его скорость должна быть заметно больше, чем при ручной молке в амбаре. Но если честно, это я пока особо не заметил. Рабочий процесс пошел, а я тем временем увидел, что могу улучшить рыбацкую хижину. Хоть она не использовалась из-за недостатка свободных рук, я все равно это сделал. Просто на данный момент даже такой простой процесс уже выбивался из повседневной рутины. Я заглянул в перечень всех возможных чертежей, чтобы убедиться, я открыл все, что только можно. В категории животноводства были еще не построенные здания, вроде загона для ослов, гусей и коров, но это нашему поселению было не нужно. Потребности в еде и так были удовлетворены с лихвой, а выстраивать новые торговые цепочки было не из чего, нам банально не хватало людей. А вот пасеку построить это я только с удовольствием. Она выглядела совсем иначе, чем то, как я это представлял, узкий худой сарайчик с ульями. И даже так назначать сюда работать мне банально было некого. Наступил последний год моей жизни в округе Оксбоу. Я подарил жене небольшой подарок и офигел от того, как сильно подросла дочь Амелия. Мне посещали очень странные ощущения. С одной стороны, дни здесь тянулись довольно долго из-за того, что мне приходилось набивать опыт для постройки новых зданий. С другой же, не успел я осознать, как еще 8 лет буквально пролетели у меня под глазами. Я немного обустроил дворик, где находились дома травника и охотника, и наконец-то получил свободную жительницу под работу на пасеке. На самом деле это производство было одним из простейших, сюда не нужно ни инструментов, ни вливания ресурсов, работяга просто собирала мед, который бедные сотни пчел неустанно добывали для нас. И медовые соты на самом деле были очень приятным новшеством. Мало того, что они сами по себе давали бонус к выносливости и переносимому весу, так еще и позволяли сделать медовуху стоимостью в 200 монет. Достаточно было просто делать бутылки да подворовывать воду из нашего склада. Вино, конечно, стоило немного дороже, но для него сначала нужно создать сок и потом заставлять его бродить. А медовухи моя женушка будет делать тару, а тавернщик варить всякую бурдятину на продажу. И хоть до окончания видео была еще целая неделя, я должен сказать честно, делать здесь мне уже по сути было нечего. Деревня разрослась до таких размеров, что мы могли не только производить товар для внутренних нужд, но и не слабо зарабатывать, сбывая всего лишь 2 вида товара через наши торговые лотки. Некоторых ресурсов и вовсе могло скапливаться непомерно много, как, например, муки. Да и в целом я маленько освобождал место на складе, продавая излишки нашим соседям. Каждый сезон скакал в Пестовию, чтобы выполнять городские поручения. В отличие от королевского гонца, который еще с тех времен здесь ни разу больше не появлялся, эти задания возобновлялись, и помимо репутации, благодаря им я хотел открыть
открыть еще одно достижение, но до самого конца не знал, успели сделать это вовремя. Была еще парочка чертежей животноводческих построек, которые можно было сделать, коровник, загон для гусей и все такое, но опять-таки на данный момент деревне это просто было не нужно. При населении уже в 60 человек работала только половина, и при таких раскладах набирать еще больше жителей я не хотел. Немного поохотился, старался выполнить достижение, при котором во все еще живом животном должно торчать 4 копья. Но как ни старался, копья просто отлетали. Немного позже я понял, что нужно стараться бросать их в бок или сверху вниз. И вот случайно, да настолько случайно, что я эту попытку толком не записал, мне таки удалось. В оставшиеся дни своего выживания я пытался забрать как можно больше ачивментов, а всех не могло и речи идти, потому что для части из них нужно было стартовать с самого начала на другой карте. Но кое-что я все-таки урвать смог. Выполнил целую кучу заданий из городской доски объявлений, сотню, если быть точным. После начал тащить из деревень все, что не прибито, чтобы меня 50 раз поймали на краже. К удивлению, счетчик никак не реагировал на воровство десятков корзин, пучков травы и всего остального. Но когда я перебрался в Пестовию и продолжил выносить из таверны ложки до тарелки, понял, что у меня получилось. Староста великой деревни Славов опустился до настолько низменных вещей ради виртуальной ничего не стоящей награды. Ну а что, моя репутация все равно практически не пострадала. А потом я еще и продал это все дерьмо в другой деревне. До финала остались считанные дни, и чтобы не терзать себя мыслями о том, почему я все-таки хотя бы не попробовал, я таки построил и коровник, и загон для гусей, хотя деревне они особо и не были нужны. Глубоко вздохнул и в последний раз прошелся по этих уже практически родных улицах, ведь, черт не верится, но я пробыл в этом мире уже 200 игровых дней, сделал все, что только можно, создал семью, построил процветающую деревню, и как бы мне не хотелось остаться здесь на подольше, как и у любой хорошей истории, это рано или поздно тоже должна закончиться. В округе Оксбоу еще долго ходили слухи о поселении, появившемся из ниоткуда, о загадочном селе, где по какому-то странному стечению обстоятельств имена всех жителей заканчивались на Слав, но одного незнакомца величали еще более непонятным именем Балдамер, и хрен его знает, зачем этот тип вообще был нужен деревне и в чем был его смысл. Пестовии частенько вспоминали и старосту, странного типа, который что в первый день своего появления, что в последний воровал деревянные колеса в деревнях. Но каким бы странным он ни был, все же помог каждой из деревень, Клонице, Скалке, Остои и Пестовии решить свои проблемы. Помог, после чего ровно на 201 день резко пропал, но все же оставил в этом мире небольшой след. Спасибо всем вам, что досмотрели это невероятно большое приключение длиною почти в 16 лет, что дали мне второй шанс влететь в средневековую династию и наконец-то осилить ее целиком. Спасибо ребятам, поддерживающим мое творчество еще и монетой. Благодаря вам у меня есть еще один повод засидеться у компа лишний часик, чтобы поскорее выкатить новое видео. Посидел бы с вами еще, да пора прощаться. До встречи в новых видео. Не, я серьезно, ты же не будешь сидеть здесь вечно. Алло. Алло. Фух, ну, вроде все ушли. Хапни вялого джунжулика.